Буквально через 2 дня пройдет самое масштабное событие в истории фондового рынка, да что уж там рынка, в истории экономики США, потому что в этот день пройдет долгожданная IPO компании всеми известного Илона Маска под названием SpaceX. Процедура IPO – это первичное размещение акций на бирже, что делает компанию публичной и дает возможность покупать акции и зарабатывать на росте компании. На протяжении 15 лет люди по всему миру видели этот алмаз. Успешные запуски Falcon 9 на орбиту с полноценным возвратом на Землю, партнерство с НАСА, более 10 тысяч выпущенных старлинков, спутниковая связь, разработки ИИ, а также много всего другого. Но прикоснуться к этому алмазу и получить хотя бы крошки от этого большого пирога не мог никто до момента IPO. Ведь теперь у каждого есть возможность зарабатывать не просто на росте технологической компании, а на самом будущем. Илон Маск всегда был олицетворением будущего, и продает он людям не просто электрокары, ракеты или спутниковый интернет, который ловит в любой точке мира, он продает то самое будущее. А это IPO должно стать самым масштабным за всю историю. Но если немного отойти от идей будущего с колонизацией Марса и вернуться в реальность, то не все так красиво, как может показаться на первый взгляд. SpaceX не только самая обсуждаемая, но и самая спорная компания на рынке. Сейчас основная часть компании приходится не на ракеты и не космос как таковой, а на тот самый спутниковый интернет Starlink. На него приходится 60%. И если прикинуть циферки, получается, что при оценке в 1,75 триллионов и текущей выручке в 19 миллиардов, это уже почти 100 годовых выручек, ей еще нужно вырасти в 5-20 раз, чтобы такая оценка выглядела финансово оправданной. По факту инвесторам предлагают платить сегодня за рост, который еще только должен произойти в будущем. Именно поэтому многие аналитики и экономисты считают, что IPO может стать самым большим пузырем на рынке. Но что будет в реальности, мы разберем в этом видео. Вы узнаете, кто заплатит за весь этот праздник Илона Маска, откуда будут брать деньги для пампа, оправдает ли компания ожидания, и для нас, как для криптоинвесторов, я отвечу на два самых главных вопроса. Как это повлияет на крипту, потому что шумиха с переливом капитала из биткоина в IPO еще актуальна, а также как вы сможете на этом заработать, не имея брокерского счета и доступа к американским биржам. Расскажу, как это буду делать лично я, так что обязательно поддерживайте ролик лайком, вы знаете, насколько это важно, и пишите комментарий. Бонус $10 забирает этот зритель, а мы начинаем. Итак, друзья, на самом деле эта неделя достаточно важная, потому что кроме IPO SpaceX, прямо сейчас в момент публикации ролика вышли данные по инфляции в США. Сейчас, когда инфляция уверенно прет до 4%, сами данные играют ключевую роль для ФРС и для рынков. После публикации этого ролика я у себя в Telegram выложу большой пост с разбором данных ИПЦ. Разберу, что они значат для нас, для наших инвестиционных и торговых стратегий на ближайшее время. Поэтому, друзья, подписывайтесь и становитесь частью нашего лучшего и одного из самых больших сообществ на крипторынке. Проанализировав предстоящее IPO, я нашел много подводных камней, и давайте обо всем по порядку. IPO SpaceX – это не просто выход ракетной компании на биржу, это попытка вывести на публичный рынок целую империю Илона Маска. Ракеты, Starlink, военные контракты, спутниковый интернет, Starship, XAI, тот же Grok, и будущие дата-центры в космосе. По текущему плану SpaceX может выйти на NASDAQ по тикерам SPCX, продав около 555,6 миллионов акций по цене $135 за акцию, привлечь 75 миллиардов и получить оценку около 1,75 триллионов. Reuters пишет, что торговля должна начаться 12 июня, а оценка должна быть установлена 11 июня. И вот что интересно, компания с выручкой около 18,6 миллиардов долларов за 2025 год хочет выйти на рынок с оценкой почти 1,75 триллионов. Это примерно 94 годовых выручки, при том, что компания в 2025 году получила чистый убыток почти в 5 миллиардов. Так вот, во-первых, IPO устроено необычно. Зачастую компания перед IPO объявляет диапазон цены, например, $120-140, проводит роуд-шоу, смотрит спрос инвесторов и потом выбирает финальную цену. SpaceX делает иначе. Компания заранее зафиксировала цену $135 за акцию. Это необычное решение, потому что компания по факту говорит людям: вот цена, либо берите, либо нет. И здесь важно понимать, это не просто продажа старых акций, когда ранее инвесторы выходят в кэш. Деньги должны пойти в саму компанию. То есть SpaceX выходит на рынок не только ради статуса публичной компании, а чтобы привлечь огромный капитал для следующего этапа развития Starlink, Starship и всего остального. Но главная интрига в другом. SpaceX за 2025 год генерировала около 19 миллиардов долларов выручки. Это уже очень много. Это уровень крупной компании. Но при оценке в 1,75 триллиона долларов получается почти 100 годовых выручек. Не прибыли, а выручек. И вот здесь начинается самый важный вопрос. Насколько рынок готов платить за будущее? Чтобы такая оценка была более разумной, SpaceX должна вырасти не на 20 или 30%. Ей нужно стать в несколько раз больше. Если оценивать компанию по 20 выручкам,
ей нужна выручка почти в 90 миллиардов долларов. Если по 10 выручкам – около 175-177 миллиардов. Если по 5 выручкам – более 350 миллиардов долларов. То есть рынок уже сейчас оценивает SpaceX, как будто бы компания в будущем станет одним из самых крупнейших бизнесов на всей планете. И это главный конфликт всего IPO. Парадокс в том, что внутри SpaceX есть по-настоящему успешный бизнес. Это Starlink. В 2025 году спутниковый интернет принес 11,4 миллиарда долларов выручки и 4,4 миллиарда операционной прибыли. Это рост на 50% за год, и у сервиса уже более 10 миллионов абонентов по всему миру. Starlink – это настоящий финансовый двигатель, который зарабатывает деньги и имеет колоссальное конкурентное преимущество. SpaceX запускает свои же спутники своими же ракетами по внутренней стоимости, которую никто другой повторить не может. Проблема в том, что вся эта прибыль полностью съедается двумя другими направлениями. Во-первых, это Starship – многоразовый сверхтяжелый корабль, в который вложено уже более 15 миллиардов долларов и который пока не приносит дохода. Во-вторых, это искусственный интеллект. В феврале 2026 года SpaceX приобрела компанию Илона Маска, его же компанию xAI в сделке, которую трудно назвать рыночной, поскольку Маск был по обе стороны стола. В результате этого приобретения SpaceX получила языковую модель Grok, дата-центр и социальную сеть X. И все эти активы глубоко убыточны. В 2025 году xAI потеряла 6,4 миллиарда долларов, а в первом квартале этого года еще 2,5 миллиарда при выручке всего 818 миллионов. Именно искусственный интеллект превращает баланс SpaceX из условно прибыльного в откровенно убыточный. Причем капитальные затраты на ИИ в 2025 году составили 12,7 миллиардов долларов, а в первом квартале этого года еще 7,7 миллиардов. То есть деньги сжигаются с более высокой скоростью, чем они приходят. Да, на первый взгляд выручка компании кажется достойной, но по факту SpaceX выходит на IPO не с идеально здоровым балансом, а с большой потребностью в деньгах. Смотрите, у компании уже есть 33 миллиарда долларов долгов и обязательств. И среди них есть очень важная вещь – 20-миллиардный мостовой кредит. Мостовой кредит – это временный кредит, перекантоваться до большого события, в данном случае до IPO. То есть SpaceX взяла деньги сейчас, рассчитывая, что после выхода на биржу сможет привлечь капитал и закрыть этот долг. Но проблема в том, что этот кредит нужно погасить в течение 15 месяцев после IPO. То есть часть денег, которые SpaceX привлечет на бирже, может пойти не на развитие Starship, Starlink или AI, а просто на закрытие старого долга. В 2025 году компания потратила 1,9 миллиардов долларов только на проценты. Это не погашение тела долга, а просто плата за то, что она пользуется заемными деньгами. SpaceX уже платит огромные суммы банкам и кредиторам. В 2024 и 2025 годах компания привлекла еще почти 32 миллиарда долларов через выпуск акций частным инвесторам. И если после IPO SpaceX снова начнет выпускать новые акции, чтобы привлекать деньги, доля обычных инвесторов будет уменьшаться. Например, ты купил одну акцию и владеешь условно маленькой частью компании. Потом компания выпускает еще миллионы новых акций. Твоя акция остается у тебя, но твоя доля в общем пироге становится меньше. Поэтому, если честно, то SpaceX выходит на биржу не просто ради развития, а потому что ее рост требует гигантского количества денег. У компании десятки миллиардов долгов, миллиарды уходят только на проценты, а после IPO часть привлеченных средств может пойти не в будущее, а на закрытие старых обязательств. Но если денег снова не хватит, компания может выпускать новые акции, а это будет размывать долю обычных инвесторов. Именно поэтому на рынке такой ажиотаж, потому что все хотят заработать на этом самородке, но все эти спорные моменты вызывают очень много сомнений, уж тем более сейчас, когда фондовый рынок развернулся и идет вниз, что в принципе отражается на крипте. Лично я продолжаю на этой волатильности трейдить, накапливать и страховать себя опционами от очередного пролива. И кстати, об этом всем мы рассказываем в нашей подписке Coin22 Pro. На локальном развороте после тестирования минимальных уровней мы быстро зафиксировали в плюс лонги по эфиру, также по Solana и по многим другим монетам. А сейчас аналитики Pro уже подготавливают новые позиции с упором на шорт и точки входа, чтобы поймать еще одну попытку разворота рынка. Для подробного изучения трейдинга у нас есть специальное подразделение Trade. Также для опционов это Coin22 Option, и чтобы вы научились работать системно, Coin22 System. И все они соединяются в одну экосистему Pro с пошаговым обучением, поддержка 24/7, инновационным ИИ-ботом и закрытым VIP-сообществом. Такой большой рабочей экосистемы вы не найдете нигде. Мы первые, кто соединили эти направления вместе. В ближайшее время мы опубликуем пошаговую инструкцию, как можно будет заработать на IPO Илона Маска. А прямо сейчас выходят сделки для ежедневной торговли. Так что присоединяйтесь к Pro, изучайте и зарабатывайте даже на падающем рынке.
Но если все по цифрам, так, мягко говоря, плохо. Почему все ставят на это IPO? И тут я не могу не вспомнить про IPO Tesla в 2010 году. И на первый взгляд аналогия кажется уместной. Tesla тогда тоже была убыточной. Все обещали электромобили будущего, и в итоге компания выросла с 1,7 миллиардов до 1,6 триллионов, почти в 1000 раз. Но разница в том, что Tesla выходила на биржу с мультипликатором оценка-выручка около 15, а SpaceX 95. Инвестор, купивший Tesla на IPO, получил огромную доходность именно потому, что стартовая оценка была скромной. SpaceX выходит на рынок уже гигантом. Чтобы повторить 100-кратный рост Tesla, капитализация SpaceX должна была бы достичь 177 триллионов долларов, больше, чем вся экономика мира. Аналитики прямо говорят, математика не работает, но потенциал роста в разы несопоставим с тем, что был у Tesla. И вот главная ставка компании, которая должна оправдать оценку в 1,75 триллионов. SpaceX планирует размещать дата-центры на орбите. Идея звучит футуристично. На орбите неограниченная солнечная энергия, не нужна вода для охлаждения, а запускать оборудование можно дешевыми ракетами Starship. Компания уже подала заявку на разрешение запустить до 1 миллиона спутников, которые будут работать как орбитальные вычислительные мощности. Если это сработает, SpaceX может получить не просто преимущество, она станет монополистом в сфере AI-инфраструктуры, потому что никто другой не сможет повторить ни масштаба запусков, ни стоимость вывода на орбиту. Но если посмотреть на оценки вероятности от Morningstar, самый оптимистичный сценарий, по их расчетам, имеет лишь 7% вероятности, в то время как вероятность полного провала орбитального ИИ составляет 43%. В последнем случае, предупреждают аналитики, будет уничтожено более 800 миллиардов долларов стоимости, и это мнение Morningstar, одной из самых авторитетных независимых исследовательских компаний, которая оценила справедливую стоимость SpaceX всего в 780 миллиардов долларов, что на 55% ниже цены IPO. Они считают, что запуски Starlink стоят около 611 миллиардов, а вот ИИ-бизнес в лучшем случае тянет на 170 миллиардов, с учетом всех вероятностей. Да, друзья, получается вот такая большая разница, и само IPO может пройти по нескольким сценариям. Первый, самый вероятный, на старте сильный рост из-за дефицита акций. Если в свободном обращении будет небольшая доля компании, а спрос со стороны розницы, фондов и фанатов Маска окажется огромным, акция может резко вырасти уже в первые дни торгов. Здесь цена может двигаться не потому, что фундаментально SpaceX стала дешевле или дороже, а потому что акций мало, а желающих купить много. Это обычная схема дефицита. Ограниченное предложение, большой спрос, сильный медийный фон и своеобразный эффект «я не хочу пропустить новую Tesla». В таком сценарии цена может уйти выше 160, 180 или даже 200 долларов за акцию, просто потому что рынок будет покупать историю, а не отчетность. Второй сценарий – рост на ожидание включения в индекс. Если SpaceX быстро попадет в крупные индексы, то фонды, которые отслеживают эти индексы, будут вынуждены покупать акции. Это может создать дополнительный спрос и удерживать цену выше фундаментального разумного уровня. В этом случае SpaceX может стать дорогой, спорной, переоцененной, но все равно растущей бумагой, просто потому что ее покупают не только обычные инвесторы, но и пассивные фонды. И это очень важная деталь. На современном рынке цена акций часто зависит не только от бизнеса, но и от того, сколько денег обязаны в нее залить индексные продукты. И плюс к этому компания может очень хорошо использовать схему с байбеками, то есть большую часть выручки, которую они получат, выливать обратно в рынок и откупать акции, тем самым поддерживать их рост и привлекать все больше новых инвесторов. И третий сценарий. Сначала сильный памп, потом охлаждение. Это очень вероятно. На старте рынок может купить хайп. Илона Маска, ракеты, Starlink, Марс, AI, оборону и космические дата-центры. Но потом выйдет первый квартальный отчет, инвесторы увидят реальные убытки, расходы, долг, капитальные затраты и начнется переоценка. Тогда акция может легко откатиться ниже цены IPO. Не потому что SpaceX плохая компания, а потому что даже великая компания может быть плохой инвестицией, если купить ее слишком дорого. Если рынок решит, что 1,75 триллионов долларов это слишком агрессивная цена, акция может уйти к уровню 110-190 долларов, а также ниже. И даже после такого падения SpaceX все равно останется одной из самых дорогих компаний мира. Я пока рассматриваю промежуточный вариант с ростом выше цены листинга, возможно до 140-150 долларов и выше, и дальнейшим откатом, чтобы рынок остыл и можно было четко оценивать, что все это из себя представляет. И знаете, что я думаю? В последние годы все рынки стали работать по системе локального хайпа, то есть цены сначала разгоняют, а потом активы остывают. Живой пример: золото, серебро, также фонда. Я думаю, что-то похожее будет и здесь. Но как это может повлиять на крипторынок?
Прямого удара я бы здесь не ждал. Да, часть капитала на время может уйти в IPO SpaceX, потому что событие огромное, медийное, и вокруг него будет бешеный спрос. Но в масштабах всего крипторынка это, скорее всего, будут минимальные проценты, а не глобальный отток ликвидности. Но есть и обратная сторона. Илон Маск большой фанат крипты. И если SpaceX продает рынку будущее, то нельзя исключать, что внутри этой экосистемы крипте тоже найдется применение. От токенизации активов до финансовых инструментов вокруг акций и частных компаний. И вот здесь самое интересное. Благодаря токенизации у нас появляется возможность участвовать в таких историях, даже если раньше доступ к подобным IPO был только у крупных фондов, а также институционалов. Лично я буду следить за этой историей через нашего официального партнера BitGet, который недавно запустил Stocks 2.0. И если SpaceX появится там после листинга, я буду рассматривать эту историю именно как спекулятивную сделку. Понятно, что купить идеально по цене IPO скорее всего не получится, но моя задача попытаться забрать актив на более низких уровнях, а на резком скачке зафиксировать прибыль. И уже после всей этой шумихи, когда появится больше реальных данных, можно будет спокойно решить, стоит ли держать саму акцию в споте на долгосрок. Здесь самый большой риск для розницы – это не столько бизнес-модель, сколько психология и структура. После того, как Маск получит 84% голосующих прав, публичные акционеры не будут иметь никакого влияния на управление компанией. Это ключевой факт. Вы получаете не право голоса, а билет на американские горки, где Маск будет делать все, что хочет. Уже сейчас несколько крупных пенсионных фондов назвали корпоративное управление SpaceX катастрофическим и отказались участвовать в IPO. Таким образом, перед инвесторами стоит непростой выбор. С одной стороны, перед нами компания с уникальным технологическим преимуществом, доминирующим положением в космосе и быстро растущим прибыльным бизнесом Starlink. С другой стороны, оценка очень высокая. ИИ направление сжигает миллиарды, а руководство сконцентрировано в одних руках без механизмов контроля. И получается, да, наиболее вероятный сценарий, судя по всему, такой. В первые дни и недели акции будут держаться хорошо и даже расти благодаря малому количеству акций в обращении, а также грядущему включению в индексы. Но затем, когда ажиотаж утихнет и на рынок начнут поступать дополнительные акции от инсайдеров, может последовать коррекция. В отчете Morningstar, который я прочитал, там было прямо написано: у долгосрочных инвесторов будет возможность войти в SpaceX с большей маржой безопасности, чем предлагает первичное размещение. И как написал один аналитик, SpaceX это не столько акция, сколько колл-опцион на будущее, у которого есть небольшой, но не нулевой шанс на гигантский выигрыш. Вопрос только в том, какую цену вы готовы заплатить за этот билет сегодня. Что ж, друзья, думаю, разложил всю эту историю вам по полочкам, но как всегда более подробную и актуальную информацию я буду публиковать у себя в Telegram. Также сегодня там выйдет важный пост по инфляции в США. Это событие напрямую влияет на фондовый рынок и крипту, поэтому переходите, подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр, вам желаю удачи, до скорых встреч!